Друзья, всем привет! С вами Дмитрий. Я так все с коленках записываю, пришел домой с работы и решил запилить видео. Дело в том, что в ночь с 24 декабря на 25 в Голландии, ну и вообще в Европе отмечается Рождество. На юге Голландии живут католики, а на севере Голландии, вот где я живу, здесь же в основном живут протестанты. Ну, не в том смысл, это христианская религия, просто различные направления. Так вот, они в эту ночь отмечают Рождество, и по этому поводу наши работодатели, каждый год, приуроченные к Рождеству, дарят различные подарки. И вот я хотел сейчас записать видео, какие подарки мы получили от наших работодателей. Сори, извините, я еще так говорю, говорит неплохо по-русски, потому что только пришел с работы, и работа еще, у меня голова еще немножко думать по-голландски. Поэтому я еще так немножко запинаюсь со своим языком. Вот. Но не факт. Надеюсь, вы меня поймете, что я хотел вам донести в этом видео. Так вот, я только что получил подарок, приехал домой, и вот хотел сделать обзор, что за подарок этот такой вот интересненький. Вот он здесь стоит так. Моей жене вчера привезли подарок. Дело в том, что я в предыдущих сериях говорил, что она болела ковидом. И вот уже два месяца, больше 2 месяцев находится дома. Но вчера ее коллеги привезли подарок. Я открою свой подарок, потому что ее подарок мы уже открыли. Вот, ну, покажу на примере моего подарка, что там находится внутри. Давайте посмотрим сейчас. Так, ну я его уже так вскрыл, потому что я буду одной рукой держать камеру, другой буду доставать все. Вот здесь написано Дмитрий, коробочки такие цивильные. Ну, на этот раз сразу говорю, коробка небольшая. Дело в том, что я уже получаю подарки здесь практически 22 года. Каждый год в конце декабря дают подарки. Вот. Потом я скажу, если вы досмотрите это видео, какие подарки получал от предыдущих работодателей. А сейчас вот от этого, где я сейчас работаю. Так, чипсы, Зеюзаут. Соленые, Зеюзаут это морской солью. Не знаю, что это за такая морская соль, наверное, полезная какая-то. Вот такие вот чипсы. Так, смотрим. Шоколадка. Сразу говорю, это такая люксовая версия шоколадки и чипсов. Ну, я вижу по упаковке, я могу уже отличить, какие шоколадки там или чипсы с дешевых магазинах, дискаунтеров, а какие с более дорогих. Так, что это у нас такое? Нифига себе. JBL. Так, это Blue Touch колонка, скорее всего, да, Blue Touch колонка. Вот эмблема нашей организации, где я работаю, даже они пронумеровали. Эмблему поставили на эту колонку. Ну, посмотрим потом, что это за колонка. Ну, скорее всего, простая Blue Touch колонка. Вы можете подключить к ней подключить свой телефон и слушать музыку. Так, вот она такая. Я думаю, что она стоит примерно, потом посмотрю в интернете, ну, стоит, думаю, она где-то 30 евро, 30-35 евро. Так, смотрим, да? Биологические Noten Mix. Noten это орехи. То есть какие-то орехи, тоже это хорошее качество. И биологические это еще дороже. То есть если простая пачка в магазине будет стоить, ну, например, 2 евро орех таких вот, то биологические будут 4 евро. Не знаю. Так, что тут? Ну, как-то не густо, друзья. Вот, в этот раз как-то не густо. Обычно такие коробки намного больше. Так, давайте посмотрим, что еще, потому что с коробкой дали еще вот такую вот сумочку. Так, что здесь у нас находится? Так, вот смотрим. Достаю аккуратненько, чтобы ничего не разбить. Так, шампусик. Что у нас за шампусик? Пример Бюле. Брют. Дон Периньон. Скажем так, что это Дон Периньон. Ну, какая-то так вот выглядит цивильно, в принципе. Брют. Ну, это очень сухое, походу, вино. Так, что это такое? Ну, это я уже понял. Это ихний такой, как это вам сказать, такая ихняя выпечка. Внутри сидит, даже не знаю, что там, как объяснить. Там изюм есть, орехи есть. Вот видите, здесь на коробке. Это чисто такая голландская выпечка. Они продаются перед Рождеством. Вот так они выглядят. Марципан. Вот эта штука называется марципан, который. Я ее не люблю. Вот так они ее намазывают. Здесь даже нарисовано для таких, как я, которые, если первый раз купили, не знают, что с ней делать. Видите, намазать маслом написано. Видите, и написано Гирлик Метеромботор.
То есть вкусно со сливочным маслом. Вот так они именно делают. Берут и режут ее и намазывают маслом сливочным. Я это вообще не выношу, мне это вообще не нравится. И всегда вот эту штуку, мы которую получаем, практически в каждом пакете она есть, мы это относим соседям. Что я сделаю и в этот раз. Вот, так, дальше, что у нас тут? Сейчас посмотрим еще. Ну, вот такая вот, видите, эмблема. Если кто знает, я работаю зубным техником в большой организации европейской. А моя жена работает тоже зубным техником, только в китайской организации. Вот, здесь, ну, поздравления от нашего менеджера, который в этом городе, менеджера этого города, потому что таких вот лабораторий по всей стране штук 20, наверное. И здесь вот написано поздравление от главных менеджеров, потому что это самая большая европейская организация зубных лабораторий, где я сейчас работаю. Уже 2 года я здесь работаю. Так, я сейчас почитаю и потом скажу, о чем они здесь пишут. Ну, они тут, да, поздравляют с наступает, что будет скоро Новый год, и что был очень трудный год, что вот COVID-19, вот эта инфекция. Вот, что вот здесь интересно написано, ну, это только в больших организациях такое пишут, что у нас в марте, в апреле и в мае мы не работали, и сразу, вот видите, 80% дохода, выручки упало, а потом, когда мы опять пошли работать, все это нормализовалось. Ну и дальше они благодарят нас за работу, что много новых технологий было внедрено, там Oral сканер, карбон 3D продукта. Ну, дело в том, что наша вот эта организация, она первая в Европе внедрила карбоновые протезы, карбоновые принтеры. То есть есть из простой пластмассы принтеры, а это карбоновые 3D принтеры. Вот они что ввели. И вот и такие вот флиц-протезы получаются. Видите. Ну и различные другие новшества, которые они ввели типа в этом году, хотя это было уже годом раньше. Вот. Ну и здесь, как я уже сказал, всех благодарят за хорошую работу, что мы хорошо поработали, качество нашей продукции остается на высоком уровне. Вот, ну сейчас покажу быстренько, может быть кому-то будет интересно, какие же, что-то еще моя жена получила, какие подарки моя жена получила. Так, вот у нас елочка мы организовали. Мы всегда ставим живую елку. Вот, я не люблю искусственные елки, чтобы это немножко дома пахло с детства таким вот запахом классным. Ну, и игрушек мы в этом году понакупали, вот всяких, сейчас быстренько отвлечусь, извините, там быстренько, вот покажу, какие в Голландии игрушки продаются, они 5 евро стоит одна игрушка. Это не такие, как вот есть, продаются в Германии, классные игрушки, знаете, по 10 евро, ручная работа. Это, наверное, все-таки не такая ручная, там стоят заготовки, штамповки, но, тем не менее, они очень красивые, эти игрушки. Но вот это из Германии, вот это уже будет игрушка стоить где-то 15 евро. Вот, эти стоят все по 5 евро, мы покупали в Голландии, здесь в местных магазинах. Вот это тоже из Германии, это 10 евро, скорее всего, стоит одна игрушечка. Ну, они очень классные. Видите, какие игрушки мы покупали. Вот, здесь вон еще, покажу вам быстренько. Ну и вот смотрите, я их вчера же распаковал, пакет жены. Ну, что здесь сидит в этом пакете, находится вот такая вот фигня голландская, это такие сырные палочки. Так, это капучино, то есть добавлять, если вы любите капучино, это ликер добавлять капучино. Это, блин, такой прикол, у них руки дезинфицируют, боди-лосьон. А, это боди-лосьон. То есть, не знаю, что там боди-лосьон, для чего он нужен. Но голландцы очень экстравагантно всегда дарят, и это серьезно. Все эти люксовые вещи, кстати, это не из простых магазинов, это все из таких дорогих продуктовых магазинов. Вот такая вот, какой-то дезодорант, shower foam, не знаю, для чего он нужен кому-то. Сюда свечки вставляются и поджигаются, вот свечки. Да, и вот видите, сразу свечки дали. Вот, также дали какие-то чипсы, вот такие вот, и вот такую корзинку. Видите, ей корзинку дали еще. Тоже небольшой набор, но ей еще дали чек на 25 евро. Ну, да, это немного в этом году, потому что очень большой кризис. Кого-то вообще уволили, многих вообще у голландцев уволили. Вот. Сейчас я вам расскажу, почему именно такие подарки. Сейчас послушайте меня дальше немножечко. Вот посмотрите пока на него. Почему именно вот столько они дарят? Дело в том, что законом разрешено вот на эти рождественские подарки дарить максимум 70 евро. И она не будет облагаться налогом. То есть вы можете собрать
различных подарков, но чтобы сумма не превышала 70 евро. В прошлые года у другого моего работодателя мне дарили, например, 50 евро такой чек, где я мог им отовариться. Это не, там не деньги, а я мог просто отовариться в различных магазинах. Там было много магазинов, там входило, ну, практически все популярные магазины Голландии. Вот. И плюс на 20 евро там был сыр, как правило, сидел. Очень хороший, вкусный, дорогой сыр. Там не 5 евро, а там 15-20 евро килограмм, даже больше, наверное. И вино всегда входило. Ну, вино, как правило, всегда дается, ну, это такое, знаете. Да, и вот, я еще забыл сказать, моей жене вот еще тоже открытка. И в этот раз почему-то они подумали, что, может быть, она бухает во время, что болеет. И вот дали такой вот сидр яблочный, и там нету вообще градусов никаких. Я просто офигел. Не знаю, для чего они его дали. То есть, вот они на 70 евро набрали продуктов. Вот. Ну, в этот раз, наверное, 70 евро вряд ли выйдет. Ну, потому что, да, действительно, немножко сейчас так вот все это тяжело, блин. Ну, действительно, очень сейчас так это все тяжело в плане, что с работой. У нас сейчас опять в Голландии кризис. В Голландии у нас опять кризис. Сегодня, например, вот сегодня у нас 17 декабря, было 12,5 тысяч заражений. Серьезно, это очень большая цифра. Такого еще никогда не было. Блин, я не знаю, куда эта страна катится. Так, друзья, ну и закончить этот видосик. Я хочу вот еще показать, что получил мой сын. Он тоже работает по вечерам, днем учится в колледже. Ну, хотя сейчас нет, потому что у нас сейчас все закрыто. Вот. И вот он тоже получил. Здесь надо активировать через интернет. И 25 евро он получит. Может себе подарков выбрать на 25 евро. Но мы с ним договорились. Я забираю эти 25 евро. Даю ему вот эту колонку, что вы сейчас видели. Blue Touch колонку вот эту. Вот. Я отовариваюсь в виноводочном магазине. Куплю себе какой-то вкусный коньяк. Добавлю еще туда пару копеек. И куплю себе коньячок. Друзья, ну вот на такой вот красивой нотке. Вот видите, какая вот красивая елочка у нас. Я заканчиваю. Желаю всем здоровья. Всем не болеть, самое главное в этом, блин, очень мерзопакостном году. Надеюсь, что следующий год будет лучше. Все, пока.